Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у меня обзор посылочки с сайта AliExpress. Это фурнитура премиум качества, и вот как называется магазин. Посмотрите, как упаковано все хорошо. И еще каждый товар упакован отдельно. Сейчас я все это раскрою и будем смотреть. Начну я с сережек. Это вот такие серьги. Размер 16 миллиметров, но были там разные варианты размера. Здесь вот так они открываются. Есть немного люфт, но я думаю, что это не страшно. Можно поджать инструментом здесь. Открываются и закрываются хорошо. Выбрала я такие серьги просто носить. Здесь покрытие 14 карат. Хорошее качество. Видно, что покрытие отличное. И посмотрим, насколько прослужит это покрытие. Буду носить. Зимой люблю такие лаконичные серьги. Без подвесок. Очень удобно носить. Не только, конечно, зимой. Так, дальше. Это бусинки. Бусины 2,5 миллиметра я выбрала, так как у меня уже заканчиваются такие бусинки. Очень хорошо их ставить с маленькими бусинками, как проставочные. Давайте посмотрим. Красиво смотрятся, и мне нравится такой размер. 2-3 миллиметра. Очень хорошо используются в таких тоненьких лаконичных украшениях. Покрытие 14 карат, и 100 штук идет в упаковочке. Размеры были разные бусин. Еще вот такие обжимные колоты. Выбрала я размер 3 миллиметра для тоненьких украшений. И вот так они выглядят. Кто не знает, здесь крепится на тросике кримп и потом зажимается этим колотом. Вот так зажимаем, и сюда можно уже подвесить замочек. Маленькие, аккуратненькие. 50 штук в комплекте идет. И размер был, по-моему, и 4 миллиметра, и 5. Так, дальше. Это идут карабинчики. Застежка. Карабин, лобстер. И я выбрала маленький размер. Это 10 миллиметров. Были и 12 миллиметров. Утонченный, маленький, красивый, позолоченный, 14 карат. Вот такие аккуратненькие. 10 штучек идет в комплекте. Хорошенькие замочки. И все работают хорошо. Так, дальше идет вот такой тогл. У меня все в этот раз маленькое, утонченное. Так как делать, если украшение из жемчуга или из маленьких бусин 2-3 миллиметра, надо ставить вот такую маленькую фурнитуру маленьких размеров. И вот такой красивый тогл. Это колечко отсоединяется потом. Они специально скрепляют, наверное, чтобы не потерялась палочка. Колечко у нас идет
12 миллиметров и палочка 20 миллиметров. Хорошее качество, очень даже. Аккуратненький, маленький тогл. Так, дальше идет у меня цепочка. Цепочка 50 сантиметров. Вот такой карабинчик. Здесь есть удлиняющая цепочка. Вот с таким утяжелителем на конце. Вот примерно 5 сантиметров удлиняющая цепочка, а сама цепочка вот с таким плетением. Тоненькая, красивая. И здесь уже 18 карат на цепочке покрытие идет. У меня много подвесок маленьких, и я взяла такую утонченную цепочку, чтобы носить подвески, менять. Аккуратненькая, тоненькая, 50 сантиметров. Можно выбрать и одну, и две, и три, по-моему, и 4. Ну, чем больше берете, тем дешевле выходит товар. Аккуратненькая, хорошенькая. Дальше у меня идет магнитик. Ох, какой он. Не могу раскрыть. Вот, раскрыла. Магнит хорошо здесь вклеен. Нет никакого клея, не видно. Все аккуратно. Но он очень крепкий. Я еле раскрыла. Это надо, когда в изделии, тогда будет легче открывать его. За колечки неудобно держать. Ой, вот. 12 миллиметров уже с колечками. Вот такой интересный магнитик. Можно и на браслет поставить. Будет хорошо, наверное, держать, я так думаю. Хорошенький. Дальше идут вот такие пусеты, гвоздики. Давно я приглядывалась к этим пусетам, так как мне понравился цвет камушка под бирюзу. Можно красивую подвеску придумать, и форма красивая. И, наконец-таки, я их приобрела. Они идут без заглушки. Вот так сзади выглядит. Аккуратно, красиво все, да? И я недавно покупала тоже с покрытием золотым такие заглушки. Вот они мне и пригодились. Вот так. Хорошо здесь они подходят. Очень красивые. Есть петелька, куда можно прикрепить подвеску. Вот такой рисунок хороший, красивый, как веер. Можно купить одну пару или две пары. Очень красивые. Понравились мне пусеты с бирюзой. Можно сделать красивые, придумать подвесочки. Так, дальше. Вот такие подвески, палочки. Уже с петелькой можно прикрепить к серьгам. И посмотрите, какой здесь большой цирконий. Написано, что это цирконий. Переливается очень красиво. Можно даже и вот так сделать колечком, прикрепить.
и подвесить. Очень красивые. Длина палочки 24,6 миллиметров. И вот эта подвесочка 6,7 миллиметров. 14 карат покрытие. Также можно выбрать 2, 4. Чем больше берем, выбираем штук, тем дешевле выходит. Ну, взяла 2 посмотреть, что это такое. Дальше у меня идут пины. Пины выбрала с шариком. Вот одна немножко согнута, а все остальные ровненькие. Это уже радует, что они все ровные. Выбрала я 30 миллиметров и толщина палочки 0,7 миллиметра. Можно выбрать любую длину, какая вам нужна пина. И толщина тоже есть разная. Это самая толстая 0,7 миллиметров, по-моему 0,5 есть и 0,6. И сейчас я для примера покажу вот пин без покрытия, просто пин. Здесь, конечно, головка, я смотрю, немного меньше. Чуть-чуть, ее незаметно. И он тоненький. А этот немного потолще. Вот разница. И цвет совсем другой. Вот такая разница. Ну, надеюсь, они будут хорошо и гнуться. Надо пробовать круглогубцами. Вот не могу выпрямить даже руками. Возьму инструмент и попробуем закрутить петельку. Очень такой материал твердый, можно сказать, нелегко крутится. Вот то, что и нужно, так как здесь можно вот легко, прилегко крутить, сколько вам нужно оборотов. И когда я крутила на своих пинах старых, без покрытия золота, у меня бывало такое, что краска отходила. Здесь я вот прокрутила, ничего не отошло. Краска на месте. Это тоже радует. 100 штук идет в комплекте, по 50, наверное, фасуют в пакетике. И хорошего качества. Мне понравились пины. И еще вот такие пины-штифты с петелькой. Посмотрите, какие они все ровненькие. Выбрала 45 миллиметров и толщина 0,7 миллиметра самого штифта. Я думаю, пройдет не только бусина, но и, наверное, жемчужная бусина тоже пройдет. Хорошее качество. И идет в комплекте 50 штук. Длина тоже была разная, какая вам нужна. По-моему, даже до 6 сантиметров есть. И радует то, что они ровные, не надо выпрямлять их. Тоже хорошее качество, надеемся. И обжимные бусины. Обжимные бусины у меня 4 миллиметра. Маленькие, аккуратненькие, чтобы тоже ставить где-то в украшения с маленькими бусинками. Я выбрала 4 миллиметра, чтобы более-менее подходили по размеру бусин. И 50 штук идет в комплекте, покрытие 14 карат. Можно выбрать и 3, и 4, и 5 миллиметров. Конечно, надо еще взять и 5 миллиметров, потому что тоже нужны и разные размеры. Так как делать украшения, чтобы не ржавело в конце и не темнело. Простые обжимные бусины, они портятся по цвету. Ну, а если ставить у нас и замочек золотой, и штифты, и должно быть
все качественное. И надо еще заказать протекторы. Такого же цвета есть и протекторы в этом магазине. Так, и осталась у меня вот такая деталька. Это бусинки, можно сказать, что это бусинки. На плоский можно шнур надеть, поставить. Видите, сзади какая идет палочка. Звездочки такие красивые. Написано, что это цирконий. Можно здесь колечко подвесить и снизу колечко. И будет как подвесочка в сережках. Очень красивые. Размер 13 миллиметров. И идет по одной штуке в комплекте. Можно 2, 3, 4 выбрать. И покрытие 14 карат. Так сзади выглядят. Очень красивые. Маленькие, аккуратненькие. В этом магазине все красивое, аккуратное, маленькое. Именно для ювелирных прям изделий. Можно творить чудеса с такой фурнитурой. Очень понравилась мне вся фурнитура. И я думаю, если делать украшения, конечно, ставить надо всю фурнитуру качественную, чтобы каждая мелочь, которую мы ставим, и протекторы, и обжимные бусины, не испортились в ношении украшения, оставались в своем цвете, не ржавели, поэтому я столько и заказала фурнитуры. Напишите мне комментарий, пользуетесь вы этим магазином, нравится вам или нет. Ну а если вам понравилось что-то, я оставлю все ссылки под видео. Заходите, выбирайте. Все мне понравилось. Если вам понравилось мое видео, поставьте мне пальчики, напишите комментарий, мне будет очень приятно. Будем общаться. Ну а кто не подписался, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы приходили уведомления. Ну а я с вами не прощаюсь, до скорых встреч. Всем пока!